Папка – это важный элемент файловой системы, наряду с файлами и метаданными как элемент информации. Создавая папку, мы имеем право называть ее так, как сами этого хотим. Буквы, цифры, символы. Однако нужно помнить, что в Windows некоторые символы официально недопустимы к названию папки или файла. Если мы прекрасно знаем, что называть папку определенными символами в Windows нельзя, то по какой причине папку нельзя называть определенными именами? Они буквально не разрешены практически во всех системных местах. А вдруг это цензура со стороны системы? В этом видео мы не будем изучать создание папки на 4 часа, а возьмем наши баянчики и более глобально разберемся, почему именно эти имена запрещены в Windows, насколько этот запрет имеет смысл, как это все работает и почему наследие функционала – это не всегда хорошо. Ставьте чай, подготавливайте печенье и давайте начнем разбираться. Чтобы не тянуть кота за хвост и не лить в воду, можно сразу перейти к вопросу. А какие имена вообще запрещены? Что они значат? Каким образом работает эта проверка в принципе? И самое главное, кто останавливает пользователя на этом этапе? В Windows есть такое понятие, как зарезервированные имена. Это понятие, подразумевающее собой имена или же имена устройств, которые запрещены к использованию в системе ввиду технических ограничений или для предотвращения проблем в работе старых программ, если они внезапно захотят обратиться с какой-либо целью. Такими именами являются con, aux, prn, lpt, com и null. Помнится, еще в интернетах нулевых ходила старая байка по типу «Билл Гейтс запретил слово «кон» в системе из-за того, что его оскорбляли в школе». Но на деле никто никого не оскорблял, да и слово «кон» в переводе не является словом «ботаник». Вот же кто-то пошутил на весь интернет, так пошутил. Интересно знать, кто ж так постарался. На деле же кон является зарезервированным именем и необходим для работы стандартной командной строки. Вся информация, которую вы вводите в консоль и какие данные через него проходят, находится исключительно внутри этого устройства. Такие ограничения – это не вина файловой системы, а самого ядра Windows NT. Минутка интересных фактов. Знаете ли вы, что каждый раз, когда вы создаете папку, перед окончательным сохранением изменений, система проверяет ваше введенное имя каталога на предмет совпадения с зарезервированными именами? Кратко говоря, есть совпадение, выводим ошибку, иначе молча сохраняем. Напомню, что подобные ограничения идут из ядра операционки, а те, в свою очередь, идут еще со времен DOS. Ну вот ё-моё, как всегда, сколько рассказываю о всяких штуках из Windows на основе своего опыта и документации, DOS в 50% случаев тут как тут. Погодите, а DOS-то тут при чем? Там разве тоже было что-то подобное? Не поверите? Да, в системах эпохи DOS всякие con, lpt и их друзья были в виде псевдофайлов, как в Linux по типу dev/random и тому подобных. Прошли годы, DOS давным-давно ушел в историю, у нас имеется Windows 11, поддержка 16-битных программ выпилена вроде еще с выходом десятки, а имена по типу con остались невредимыми. Для чего они используются сейчас? Загадка. Да ладно, на самом деле это и не загадка вовсе. Не коном единым. PRN отвечает за принтеры, AUX как вспомогательное устройство, null — это пустышка, com и lpt будут как последовательные и параллельные порты. Последние два также будут зарезервированы и по сей день могут использоваться программами, даже если физически на твоей материнской плате этих портов у тебя попросту не будет. А вот подписка на канал будет доступна для всех и всегда. Все видео делаются командой неравнодушных людей, и на канале нет никакой рекламы. Это будет показывать факт, что весь контент делается не зря, ведь вместе всегда интереснее. Будет очень приятно, если вы подпишетесь и поставите лайк. Благодарю от всего сердца. Настало время очередных экспериментов. Те, кто не видели, узнают что-то новое, а кто-то вспомнит уже показанное ранее.
Это классические эксперименты. Да, юбилейная рубрика из шорцов сломала четвертую стену и находится в полноценном видео. Представьте себе, и такое бывает. Сейчас настает момент установки Windows 11 вручную. Да, так можно, причем у нас никаких ограничений не спросят, и диск даже не зашифруют. Мы сделали два раздела, один для загрузчика, второй уже с будущей основной системой. Во втором создали папку, где будет, не поверите, наша система, с которой мы будем пытаться любоваться, и все равно через пару дней снесем ее в конце. Применяем образ через DISM и переименовываем нашу папку в con. Ставим Windows Boot Manager и дело в шляпе. Операционка загружается, начинается второй этап установки, логотип внезапно начинает множество раз моргать, и все. Больше ничего не происходит. Система не отвечает ни на какие запросы. Мыши нет, клавиатура не отзывается, активность также отсутствует. Буквально ничего сделать с этим нельзя. В случае с Windows 7 здесь более результативно. Появляется первоначальная настройка, а вместе с ней ошибка. Программе установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием этого компьютера. При этом мы можем зайти в командную строку и вызвать что нашей душе угодно. Если быть кратким, то система установлена не до конца. Проводник работает частично, но стандартные приложения плюс-минус открываются. О каком-либо постоянном использовании такой системы и речи даже не идет. Мы также можем спокойно выставить Explore.exe как приложение первоначальной настройки. И вы не поверите, это чудо прекрасно запустится. Но музыка играла недолго. После перезапуска появится экран входа и надпись «Пожалуйста, подождите», которая будет висеть бесконечно. И если установка чисто Windows в эту папку идея так себе, то может обычные файлы там хранить можно? Как я уже показывал ранее, так просто создать папку с таким именем не получится. Можно прибегнуть к использованию консоли, но и там не все так просто. Нам выдадут ошибку «Имя папки неверно», и с этим так-то не поспоришь. Однако можно создать эту папку немножко хитрым способом. Мы можем использовать всю ту же команду md, make directory, только вместо названия папки напрямую укажем путь синтаксисом. Как итог, все получилось успешно. Ядру внезапно стало все равно, а файловой системе и подавно, она вообще тут не при делах. Нас никто не остановил. По факту это совершенно обычная папка, которую могут открыть все программы с одним нюансом. Приложения не смогут читать из нее данные по типу документов, таблиц или песен, хотя рисунки исправно открываются. Окей, а как насчет аккаунта? Вот, допустим, у меня никнейм такой крутой, так исторически сложилось, и поэтому я создам такого пользователя. Через учетные записи пользователей такой финт не прокатит, срабатывает защита от идиота, ведь это зарезервированное имя. А вот через командную строку воплощение данной затеи происходит без проблем. Первый вход в гениальную учетную запись сопровождается ошибкой создания домашней папки. В качестве возможной причины система сообщает о неправильном доступе к файловой системе или сетевые проблемы. Система технически разрешает существование такого аккаунта, но это будет считаться временной учетной записью. Все данные, оставленные там, будут удалены после завершения сеанса. И так будет каждый раз. Если мы запросим в командной строке переменную username, то нам выведут просто пробел. В окне «Выполнить» нам заявят, что это приложение, выполняющее операцию, указанному файлу не сопоставлено. Введя AUX, нам вообще откажут в доступе. Думаю, достаточно. А что в Linux-системах? Там таких ограничений, очевидно, нет. Linux не резервирует такое на уровне файловой системы. Все устройства по факту являются файлом, даже клавиатура, и находятся в папке /dev. Например, блочные устройства как DevSDA, DevSDB и тому подобное.
символьное в виде dev-null как пустоты, dev-console как консоли, dev-zero, dev-random как генерация рандомных чисел. Таким образом, то, что нельзя создать в Windows, можно совершенно спокойно сотворить в Linux. И что можно сказать в итоге? В случае с Windows 9 X системами такой запрет имел смысл словно воздух, ибо это буквально был MS-DOS плюс Windows в одном флаконе. С Windows XP уже надо было обеспечивать стабильную обратную совместимость с приложениями MS-DOS, поэтому основной смысл не терялся. Вот только с более старшими форточными версиями это все выглядит как костыль, от которого либо сложно избавиться, либо это забытая функция, на которую нет времени. Однако, могу быть неправ. Вот на Windows 11 ты сможешь открыть тот же досовский Norton Commander или Total Commander для Windows 3.1, не прибегая к использованию сторонних инструментов по типу OTVDM. А если ты каким-то образом, я даже представить не могу, умудрился это сделать, то зачем? Наследие функционала все-таки, как по мне, не всегда хорошая идея. В Windows 11, слава всему сущему, подобные ограничения были смягчены. И если в Windows 7 мы не можем создать текстовый файл con.txt, не имеем права на такое действие по причине резерваций, то в 11 нам это спокойно позволяется. Ограничений со стороны зарезервированных имен становится все меньше, да и будем честны, только я бы, вероятно, с этим упарывался так долго. А что вы думаете об этом? Пишите свои мнения в комментариях. На этом пока что все. Ставьте лайки и буду очень благодарен, если вы подпишетесь на мой канал. Ведь вместе всегда интереснее. Огромное спасибо за просмотр и благодарю всех донатеров, поддержавших канал. Желаю удачи и хорошего настроения. До скорого!